Доброго времени суток! Я очень рад, что снова делаю видео в таком формате. Давно этого не было. И сегодня речь пойдет о такой вещи, как часы на газоразрядных индикаторах. Многие такие видели или даже читали про них. Для тех, кто не знает, объясняю. Газоразрядный индикатор – это колба, заполненная разреженным газом, в нашем случае неоном. Катоды в ней выполнены в виде символов, а анод в виде сетки, которая их окружает. И при подаче на индикатор высокого напряжения, порядка 200 вольт, вокруг выбранного катода образуется светящаяся область тлеющего разряда. Так вот, была поставлена такая задача сделать часы на газоразрядных индикаторах, которые при этом дублируют всю информацию на жидкокристаллическом экране, а время хранят в микросхеме часов реального времени. В качестве ядра устройства был выбран микроконтроллер от Mega8. Это распространенный микроконтроллер, проверенный многими, и для него написано очень много разных библиотек, что сильно помогает. Для самой индикации мне досталась вот такая планка из целых 10 газоразрядных индикаторов IN12, поэтому о статической индикации не может идти и речь. Разберемся с устройством управляющего модуля. Для начала подключаем микроконтроллер к питанию ножками VCC и Ground и притягиваем ножку Reset к плюсу резистором в 10 кОм, чтобы она не срабатывала, когда не нужно. Теперь подключаем к Atmega 8 жидкокристаллический экран. Для этого используем выводы, обозначенные на схеме синим цветом. Экран подключается по шине из 6 проводов, не считая питания. Я вот использовал модель экрана VH1602A, но эти экраны отличаются друг от друга только порядком выводов на плате, поэтому заменять экран легко. Теперь разберемся с микросхемой часов реального времени. Она должна отсчитывать время и при необходимости сообщать его микроконтроллеру. Я использовал модуль часов реального времени на микросхеме DS1307. Такой способ гораздо точнее, чем вычисление времени в самом микроконтроллере, и к тому же время сохраняется при отключении питания от часов, потому что у модуля есть своя собственная батарейка, как и у часов BIOS на материнской плате. Для настройки часов используется 7 кнопок. 6 из них я повесил на выход микроконтроллера, а 7-ю я подключил диодами к 2 выходам одновременно, то есть при ее нажатии программа будет думать, что нажаты сразу 2 эти кнопки. Это сделано для экономии выходов микроконтроллера, иначе их просто не хватает. Ну и в итоге для работы газоразрядных индикаторов у нас остается только один свободный порт B. И его вполне достаточно для динамической индикации, если использовать 2 дешифратора. Первый дешифратор – это известная высоковольтная логическая микросхема CASTA55 ID1. Для нее используются пины микроконтроллера с 4 по 7. Она принимает номер символа по 4-битной шине и в соответствии с этим открывает нужный вывод. Таким образом, она снимает высокое напряжение с катодов индикатора и сбрасывает его в минус, минуя микроконтроллер. Развертка же осуществляется через дешифратор CASTA55 и D10, подключенный к пинам порта B с 0 по 3. Он работает так же, как и предыдущий дешифратор, только с низким напряжением. Его выходы имеют открытый коллектор, поэтому они притянуты к плюсу внешним резистором. Дальше этот сигнал инвертируется логическим элементом не микросхема CASTA55 и LAN1 и открывает вот такие каскады транзисторов, защищающие логику от высокого напряжения. Схема этих каскадов была взята из статьи на сайте schem.net, ссылка есть в описании, там очень подробно описан этот процесс. Только транзисторы пришлось заменить на более доступные аналоги. NPN транзистор KT604BM, а PNP транзистор
2N5401. То есть можно использовать всего один порт микроконтроллера для индикации на этом экране. Это позволяет сэкономить как выходы микроконтроллера, так и время работы процессора. Вот таким получилось внутреннее устройство часов. В корпусе от блока питания находятся два адаптера, а вентилятор снят, поэтому он не шумит. На боку управляющий блок с часами реального времени, дальше высоковольтный преобразователь напряжения, модуль с высоковольтной логикой и транзисторами и сама панель с газоразрядными индикаторами. Внешний вид часов получился вот таким. Корпус не затейливый, но зато выглядит толсто. Здесь сами индикаторы, жидкокристаллический экран, управляющие тумблеры и сбоку кнопки для настройки времени. При желании корпус открывается, а сзади находится разъем питания с выключателем. При включении часы автоматически переходят в режим индикации на всех 10 разрядах и с дублированием на жидкокристаллическом экране. Но потом при желании это можно поменять, то есть, во-первых, можно отключить жидкокристаллический экран, ввести его в ждущий режим, чтобы экономить время работы процессора. А также можно сменить режим отображения. Вот сейчас отображаются часы, минуты, секунды, дата и месяц. А можно отображать только часы, минуты и секунды. А можно только часы и минуты, как кому нравится. Вот. Этот тумблер включает-отключает подсветку экрана, иногда это бывает полезно. Этот тумблер включает-отключает сам высоковольтный генератор, то есть индикаторы. А этот регулятор для контрастности экрана, но подходящей ручки пока для него не нашлось. Время настраивается сбоку. Вот. И за счет часов реального времени, даже при отключении питания, вот сейчас 8 часов 6 минут, даже при отключении питания время внутри часов продолжает идти, и потом подключаешь питание, время сохраняется и отображается правильно дальше.
Ну, все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, получилось интересно. Все материалы по этому проекту я положу в описании. Если кому-то понадобится, можно скачать по ссылке.